Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Наконец-то начинаю влог традиционно, с видами из окна. Правда, я его сегодня еще перемывать буду, потому что в прошлом видео я показала, что я мою окно. И также я сказала, что я потом его на следующий день еще немножечко помою, потому как я слишком много в моющий пылесос налила жидкости этой, и пена была, вот. Поэтому тут вот небольшие подтеки есть, и, соответственно, сегодня надо это будет все убрать. Но в целом окно уже нормально выглядит, так что я рада. Ну, у нас мокрый снег, или снег с дождем, я не знаю, как это еще сказать. Ну, по крыше стучит, слышно. Сейчас 2:30, я села завтракать. Ну, я встала давно, я пока втыкала это самое в телефон. У Amary Life наконец-то на YouTube вышел влог, смотрю вот с удовольствием. Вот такой у меня вечер. Сейчас 22:52. Коврик. Это меня невралгия скрутила. Знаете, ну, у кого межреберная невралгия, это, конечно, жесткач, и кажется там, что сердце, еще что-то. А у меня невралгия типа из разряда солнечного сплетения уже много лет. Ну, в общем, да, тут тоже на что угодно похоже, но просто я знаю, как бы, что это невралгия. Это кошмар, честно говоря, просто ад какой-то. Я, не знаю, вот так вот массировала. Ну, снимается боль, то есть я четко чувствую промежуток, где зажимает. И уже на руках вот точки тут нажимала, вот здесь на сгибе. И на валике каталась, отпускает на время. Причем начинаешь еще некоторые упражнения там делать, и чувствуется, что все хрустит, то есть где-то такой знатный зажим. Ну, я еще тут нервничала пару дней, плюс надула, видимо. Короче, все подряд. Капец. Ой, в общем, я уже, наверное, 3-й раз подхожу. Пытаюсь, так сказать, прийти в себя. Потом я уже думаю, потянусь. Не, знаете, все равно всегда думается, а если это не спина, а если не невралгия? И я так ногу, ну, в одно свое положение пытаюсь, так, лежу на спине, раз ногу туда, я чуть не завизжала от боли, честно говоря. Вот. Ну, значит, невралгия. Вот. День удался. Я думала, все сидела, думаю, сейчас полегче будет, начну пылесосить. Ничего, не, бесполезно. Короче, завтра на утро оставила, а сегодня делаю салфетки. Сейчас, кстати, покажу, какая красота получилась. Но еще надо сделать держатели для салфеток. Фу, капец. Ужас. Просто ужас. О, в общем, у меня все хорошо, что это моя профессия. Я хотя бы знаю, как от этого избавиться, но в общем, это, видимо, бывает, знаете, ерундовый приступ, а бывает прям жестко так на сутки. Я помню, один раз я так на занятия пришла. Еще в балетном зале диван лежал, я шла согнувшись и там лежала. Ну, знаете, ученица так перепугалась, что весь этюд без моей помощи сделала. Тоже из этого есть плюсы. Вот. Но сидеть, кстати, мне тоже больно. Уже другой день, и с вечера я оставила 2 пачки творога, 2 пакета 1%. Размораживается. Ну вот еще не все разморозилось, но то, что сверху, уже превратилось в творог. Поэтому
я сейчас уберу в холодильник, а это пусть здесь размораживается. И тут сыворотка. Наконец дошли руки сделать начинку для пирогов. Сейчас порежу капусту и поставлю тушиться. Сейчас буду месить тесто для пирогов. Тесто замесила, как всегда получилось очень хорошее. Ну и теперь пусть настаивается. Сейчас прикрою сверху пакетом, ну, пищевой пленкой, чем-нибудь таким. И пусть настаивается час-два. В принципе, у меня был такой момент, когда тесто сутки стояло, потому что мне было некогда. Ну, уже в холодильнике, конечно, стояло. В целом, оно просто становится... Тоже можно прекрасно из него готовить. Но я и так делаю тонкий слой теста. А так оно совсем воздушное становится. Ну, как бы вот. И получается, что оно в этом случае чуть меньше румянится, даже когда его смазываешь яйцом. Потому что оно прям, ну, совсем тонюсенькое. Начинка в процессе. Творог в процессе разморозки. Здесь уже я сняла творог, здесь 335 грамм. Также сыворотка уже не помещалась. Я вот сюда ее. Тут литр 100 уже. Ну, банка это я показывала недавно во влоге, что я под кипяченую воду взяла там несколько таких чайников, а это кувшин из Леруа Мерлен, он меня как кувшин не устраивает. Зато банка хорошая, поэтому выбрасывать, естественно, не стала. И сейчас вот мне пригодилось. Пока отправлю в холодильник, ну, знаете, как бы все это могло быть и в марле, ничего не случилось бы, но зачем? Я этот кефир, значит, 900 миллилитров, и у меня 2 пачки. Этот кефир я всегда покупаю в Ашане, он стоит 35 или, ну, в пределах 40 рублей. Но я тогда попала на акцию по 9 рублей. Ашан иногда устраивает такие акции, то есть, ну, вы понимаете, да, 2 пачки кефира по 18 рублей, ну, 18 рублей получается. И еще... У меня там это 1%, а есть 3,2. Ну, творог будет, как и сыворотка, в итоге жирнее, так как, да, на 2 составляющие разделилась. Ну, кто считает калории, тот знает. 3,2 будет еще жирнее. Ну, знаете, когда я покупаю по полной цене, даже такие недорогие продукты, я выбираю только то, что мне нравится, а именно обезжиренное. Но когда акция, почему не взять даже 3,2? Не повредит. Теперь убираюсь в балетном зале, коврик убираю. Ну и нужно все пропылесосить, хотя тут особо ни грязи, ни пыли толком не бывает. Но все равно хочется как-то везде-везде прям хорошо убраться. Это коврики. Нужно будет в следующий раз балетные станки отодвинуть. Там они на таких подставках металлических. И бывает то ржавчина, то еще что-то. Нужно помыть и поставить их на что-то, чтобы потом проблем не было. Тем более станки стоят на одном месте, поэтому можно, например, пленкой какой-то. Ну и, в общем, моющий пылесос мне в помощь. Теперь в коридоре протираю стекла у икеевских шкафов. Здесь у меня хранится посуда, ну а рядом в шкафу техника всякая бытовая. Средство у меня от Faberlic. Оно мне нравится, пользуюсь много лет, хорошее. Хотя этой тряпкой можно мыть без использования всякой химии. Заходила в пятерочку, купила туалетную бумагу, кетчуп, красная цена и еще сыр. Также заходила в аптеку, выкупила волосердин, потому что мне моя ученица лет 6 назад, когда поговаривали, что хотят запретить волосердин и тому подобное, мы с ней, ну, как бы употребляем данное лекарство. Так вот, она тогда купила много себе, заказала, и мне заказала, и волосердин, и корвалол, то есть, ну, все, что можно было выгрести там из интернет-аптек, она мне заказала и себе, и своим родителям.
В общем, у меня были большие запасы. И вот вчера как раз последняя упаковочка закончилась, поэтому сегодня купила 92 рубля. Ну, в каких-то аптеках есть и по 65, но рядом с домом не было, поэтому взяла за 92. Вот, что еще? Консилер. Вот так как тушь для ресниц за 73 рубля оказалась просто бомбической, и я даже вот подружке посоветовала. Она сначала на Wildberries заказала за 200 с чем-то туши, и, в общем, потестировала, она вообще никакая, просто никакая. Я говорю, слушай, ну возьми за 73 вот то, что я взяла. Она приобрела и написала мне, что тушь просто восхитительная. Но это действительно так, она вот прекрасная. Я, по-моему, в прошлом влоге показывала. Вот действительно, найдите на Wildberries, не пожалеете. Вот от души рекомендую, это не реклама, со мной никто как бы не сотрудничает. Вот. А потом мне попался уже у другого продавца вот такой консилер. В принципе, пара отзывов есть плохих, но в основном типа все в восторге. Вы знаете, я когда сейчас, ну, консилер был заслюдирован в коробочке, ну и все как полагается, стоил 61 рубль. Я сейчас попробовала его. Сначала подумала, что, ну, что я хочу за 61 рубль, такое себе. Потом думаю, ну стоп, у меня есть консилер другой, он тоже как бы бюджетный, ну 100, может быть 50 стоил, 120. Ну, тоже недорого, да, но он мне не понравился. К тому же у меня он выдвигается, пластиковая крышка сломалась, как теперь хранить непонятно, и главное, он даже в качестве корректора, типа вот прыщик, а у меня, знаете, как бы прыщики редко бывают, и так, чтобы, ну, как бы небольшие, тьфу-тьфу-тьфу. Вот, и он, в общем-то, ничего толком не делал. Ну, так, можно побаловаться, там, что-нибудь под глазами нанести, но в целом он меня не устраивал. Вот, а у меня как раз уже корректор от Essence закончился. В общем, я так подумала, ну, этот 61 рубль стоит, и как-то даже я заметила, что он явно не хуже. А в процессе за этими мыслями я так с ним игралась, так нанесу, и вдруг я понимаю, что он не просто вровень, он лучше. На самом деле он лучше. Может быть, есть какие-то более бомбические штуки, я не знаю. Просто еще мне очень нравится канал, вот Лиза Ершова, там, Ершова, вот так вот пишется, по-моему. Вот. Она хвалила, типа, как он назывался? Я не помню, в общем, какой-то, ну, я как бы ей, в общем-то, доверяю. Но когда я, например, потестировала, мне показалось, что, ну, я могу, кстати, ошибаться, потому что я пробовала на руке, а на руке, честно говоря, дело последнее пробовать. Я уже убедилась, потому что вот этот я тоже начала тестировать на руке, и мне как бы не понравилось. Так что, может быть, и тот классный. Но у того цена гораздо выше. Типа Аврора или как-то по-другому называется, уже не помню, от какой марки. Короче, мне этот консилер на первый взгляд понравился, но я его в итоге сначала на половину лица нанесла, а потом на вторую половину, и могу сказать, что он достойный. За свои деньги прекрасный. То есть, может быть, я потом даже и попробую вот тот второй. Вот, кстати, это второй оттенок, они вроде рандомно, но в основном всем второй засылают. Ну, это и понятно, потому что он такой нейтральный. Ну, тут банально такая кисточка, как у блеска для губ. В принципе, ну вот, нужно еще потестировать, конечно, несколько дней его. Потому что все равно так, знаете, сложно сказать. Но вот мои первые такие ощущения, что весьма достойный продукт за свои деньги. Мне просто было интересно. Я не могу сказать, что мне прям край, как он был нужен. Но я решила, что, ну, как бы меньше 100 рублей можно попробовать.
А вообще имейте в виду, если нет возможности покупать что-то дорогое, возьмите этот, явно в помойку не выбросите. И я читала отзывы, кто-то даже писал, что на дешевые средства бывает аллергия или же высыпание, а тут ничего такого нет, поэтому вот. По итогу у меня получилось творог 470 грамм из 2 пакетов кефира. Ну, я считаю, что это очень даже неплохо. Очень даже. И при тех ценах, которую я кефир взяла, это супер выгодно. Да и по полной цене это тоже выгодно, потому что еще и сыворотка. Ну, соответственно, жирность повысилась с обезжиренного до почти 4% и 153 калории на 100 грамм у этого творога. А сыворотки получилось 1291 грамм. Это как раз 1,3-1,4 там получается процента жирность. Ну, плюс-минус 56 калорий на 100 грамм. Из сыворотки я сделаю там оладьи, пирог, еще что-нибудь. Ну, а творог я разделю на 2 части, скорее всего. Одну я смешаю с чесноком, чтобы была такая намазка. Может быть, еще зелени добавлю, каких-нибудь специй. А вторая часть будет просто творог. Это у меня будет печенье, простое печенье по рецепту Дарьи Дарси. Я его уже делала. Один раз я делала его со своей маленькой ученицей. Ну, а сейчас уже начинаю делать пироги. Ну, кто-то делает один большой пирог. Я люблю, у меня вот комфортнее делать маленький. Ну, в теории, конечно, на это уходит чуть больше времени, но мне нравится то, что можно заморозить и взять с собой, например, куда-то. Это в разы удобнее. Ну, а так, кто как привык. Тут уже 2 противня пирожков. И здесь остатки 6 штук, и плюс я еще поставила 2 чайных пирога, но они с какао, не с чаем. Ну, тоже чтобы заодно. И сейчас я буду делать печенье. Таймер поставила на 40 минут для пирога. Ну и, соответственно, чтобы место не пропадало, когда пирожки испекутся, а это уже произойдет скоро, я буду сюда печенье выкладывать. Ну, а действительно, что, у меня просто электрическая духовка, дабы не гонять лишний раз электроэнергию. Я уже напекла пироги, печенье по рецепту Дарьи Дарси и чайный пирог. Чайный пирог уже разрезала, заморозила, ну и вот это пока все остывает. Стол я помыла. Сейчас уберусь здесь, потому что большую часть посуды помыла, но тут еще по мелочи. И тоже протереть столешницу, протереть, ну тут, где у меня, в общем, на морозильной камере. Сейчас я на балконе немножко прибралась, вытряхнула плед, поставила сюда все игрушки, положила. На самом деле, вот когда мне дарят игрушки, я испытываю тихую ненависть к людям, потому что всегда говоришь, ну не нужен мне этот пылесборник, пожалуйста. Но нет. Есть вещи, которые я сама купила, но их не так много. Я бы сказала, их очень мало. Ну и, конечно, в комнате я это держать не хочу. В комнате у меня есть несколько игрушек, которые мне нравятся, но в основном... Нет, это тоже хорошие. Но вот, кстати, этого питерского кота рыжего я приобретала. И вот этот тигр, у него майка с фотографией моего любимого актера. Вот. И вот тот мишка, там была грелка. У меня, когда крысенок болел, мы ему грелку дали, он ее прогрыз. Вот. Ну и, собственно говоря, да. Вроде выбросить жалко игрушки, потому что их же дарили, понимаете, это как бы, неуважение к тому, кто дарит. Но в тот же момент, куда их девать? Совершенно непонятно. В
Короче, да, надо еще вот на стене вот это закрасить. Краска есть, но нет времени. Вот, завтра я буду здесь пылесосить, ну, точнее, уже сегодня, потому что цветы опять же нападали. Вот. Сейчас здесь все поставлю, тут протерла. Но это вот если что... ну, уже. Хотя нет, вот здесь вот, по-моему... А здесь какое-то повреждение по непонятной причине. Может, я когда здесь разбиралась, посуду доставала. Вот. Ну, ладно. Цветы я уже полила. Сейчас можно будет идти спать. Потому что блины и прочее, это я днем сделаю. У орхидеи еще один цветок распустился, ну и вот один на подходе. Ну, на самом деле, я хоть цветы не люблю, но в целом я рада, что с цветком все в порядке, потому что в том году он обломился. Вот. Ну, в принципе, наверное, его нужно пересадить, но я не знаю, то ли в кашпо побольше, то ли что. Короче, не люблю это все дело. И, ну, кто знает, можете мне подсказать ВКонтакте, то что вот с этими длинными корнями или что это, что с этим делать, я не знаю. Потому что читать, ну, для меня это, знаете, вот это все читать, информацию, это как бы на любителя. Мне бы вот попроще объяснить. Ну, вот декабрист, или как он, тоже цветет. Мышь с лягушкой стоят. Печеньки положила. Заполнила банку с имбирным печеньем, а то тут половина. И еще достала одну баночку для вот этого печенья. Сегодня приехал любимый. Много чего интересного привез, но самое интересное покажу в следующем влоге. Сегодня покажу так. То, что я просто просила. Это китайская капуста. Ну, просто там есть такой классный магазин, как Семишагов. И там минимум в полцены дешевле. Также булгур. Я привозила из Питера такой, попробовала. Он мне очень понравился, поэтому я попросила приобрести еще. Да, и в тот раз я, кстати, покупала 4 пачки овсянки и взяла с собой только 2, вот любимый привез. И еще попросила купить лимонный сок, ну, закончился, поэтому сок лайма. Просто у нас в Москве такой почти 90 рублей, а там 44. Еще вкусные конфетки Дуняша, это тоже из Семишагова, они обалденные. А здесь кардамон, уже молотый и в таких, как орешки. Ну, немного чая. Я просто просила немного. Мне хотелось именно этот попробовать. Вот. Так что я очень рада. Я, честно говоря, абсолютно заторможенная, потому что не выспалась. Я поспала всего 2 часа. И это самое. Встала, пока любимого встретила, попросил. А потом, пока поели, отдохнули, и, в общем, все равно я уставшая жутко. Ну, ничего страшного. Переживем. Сейчас мне нужно поставить хлеб. Нет, сначала я запущу стиральную машину, потом мне нужно поставить хлеб, испечь блины, оладьи. Вчера меня уже не хватило на это. А потом сбегать в магазин, купить все на борщ, ну или мы сходим вместе, потому что нам по-любому еще нужно в магазин за всякими ингредиентами для тортика. Вот. Ну а что будет завтра, я уже сниму отдельный влог. Сегодня был такой довольно сильный снег, но сейчас уже небольшой. Ну, как будет день завтра, я себе примерно представляю. Послезавтра тоже. Я думала, что сегодня будем отдыхать, но, ну как, по крайней мере, я думала, что я свои дела успею сделать за ночь.
Все походы по магазину вечером, и там я доготовлю, что требуется. А днем будем отдыхать. Ну, ничего подобного. Это у любимого дела. Ну и ладно. Короче, сейчас буду быстренько все делать. И еще, пока он там сумки разбирал, нужно все это теперь по местам разложить. Забавный случай произошел. Я любимому говорю: привези какие-нибудь спортивные штаны дома ходить, и чтоб ты их мог здесь уже и оставить. Он говорит: ну да, естественно, привезу. Ну, потому что здесь есть как бы и носки, и футболки, и много чего. Ну вот, штаны. Что вы думаете? Он привез по ошибке мои штаны спортивные, которые я перед Новым годом отправила туда, чтобы там ходить. Но самый прикол, когда я сегодня пошла его к метро встречать, ну так надо было. У меня здесь висели вот этот желтый костюм и штаны от мятного костюма, и я их схватила, потому что эти мне завтра будут нужны чистыми. Вот. Я схватила мятные штаны, вообще мятный костюм, и побежала его встречать. На улице грязно, кстати, надо посмотреть, заляпала, не заляпала. И я думаю, вот, а черные штаны в Питере, они бы мне сейчас пригодились бы. Ну вот что это? Ну, повезет обратно, как бы. Но, в принципе, воспользуюсь, схожу сегодня, наверное, в магазин в них. Потому что на улице, я думаю, грязно. Приколы с одеждой вообще не закончились. Нужно было взять с собой свитер. У него 2 свитера. Ну, в смысле, много их. Но, короче, есть 2 похожих свитера. Вот, ну, на этот рисунок, но отдаленно. И есть вот этот еще. Но этот свитер, я даже помню, что я его убрала подальше. Потому что он убитый и не модный. Короче, в попыхах он взял именно его. А там есть еще 2 очень теплых свитера. Они так более такие пышные, объемные. Одну подарила его вроде коллега, 1 свитер, а 2 я дарила. И мой вообще, то есть тот хороший, а мой вообще очень, прям очень классный. Ну вот, что мы имеем по итогу? По итогу мы имеем вот этот свитер. Я даже его показывать не буду. У меня вообще нет слов. Ну, надеюсь, завтра не придется раздеваться. Не, ну, куртка теплая, поэтому, слава богу, человек приехал в водолазке шерстяной, которую я тоже дарила. Поэтому будет окей. Хорошо, я еще настояла на черной куртке, это тоже мой подарок. Это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжие 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения и до скорой встречи. Всем пока-пока.